Приветствую всех любителей турбо-реактивной тяги. Разложился я здесь немножечко на столе, ребята. И сейчас мы вместе с вами будем решать, как же мы будем делать микрореактивный двигатель. На этот раз это будет действительно миниатюрный агрегат. На данный момент самый маленький движочек у меня вот такой. Оцените его размеры. Теперь оцените размеры моего самодельного двигателя, так как это фабричный. А теперь оцените размеры двигателя, который мы будем делать. То есть я подобрал бутылку. Вот она как раз таки по размерам похожа на то, что должно получиться в итоге. Это будет самый маленький в мире реактивный двигатель из тех, что можно купить вообще за деньги. Я его продавать не буду, скорее всего, но купить такой, как мы будем делать, не получится, потому что он будет меньше, чем то, что продается на данный момент. Проект этот очень сложный и потребовал длительной подготовки. Есть у меня 3 пачки с чертежами действующих модельных реактивных двигателей. Также имеется несколько заведомо рабочих турбин для анализа конструкции, чтобы иметь понимание, как же сделать вот этот вот микротурбореактивный двигатель. Блин, все-таки какой же он маленький будет, ребята. Шок, фантастика. У меня в голове крутилось несколько вариантов. То есть, например, сделать движочек, который заведомо на 100% заработает. То есть, взять, например, камеру сгорания у одного из этих двигателей. У этого она самая маленькая, 80 мм в диаметре. Попытаться ее еще чуть-чуть уменьшить, например, до 70 мм. И сгородить турбину, компрессор и все остальное. И на 90% такой двигатель был бы рабочий. Но уменьшать, ребят, и без того самый маленький двигатель, это сами уже знаете под вопросом, заработает он или не заработает. То есть он будет меньше примерно там на 2, 3, 4 мм в диаметре. Постараюсь уменьшить по массе. Масса калибре 255 грамм. Реактивного движочка, представляете? Ну, вот этот будет размерчик поменьше. Скорее всего, и массу удастся сделать поменьше. Тем более, это будет кастомный вариант. То есть, это не фабричная будет. Ну, постараемся, посмотрим, постараемся дать жогово, дать жизни ему. Вот, кстати, крыльчатка фабричного калибре. Она здесь увеличена. И можно посмотреть конфигурации. Крутки лопастей отсутствуют. Ну, по крайней мере, я их здесь не вижу. Вот. И заметно, что лопасти какие-то очень уж длинные. Есть еще 3D модель. Не знаю, насколько она правдивая, но скачана она с официального сайта. То есть там такая маленькая фоточка была. Здесь, опять же, есть кое-что подчеркнуть для меня. Как здесь устроен спрямляющий аппарат. Камеры сгорания здесь, к сожалению, нет. Поэтому придется додумывать самому. Для этого у меня есть еще пара картинок. Это тоже миниатюрные двигатели. Но они немножко побольше. Они вот такие по размеру. В сравнении с тем, что мы будем делать, видно, что немножко больше. Где-то на сантиметр в диаметре. Вот. Ну, здесь можно заметить, как устроены камеры сгорания. В принципе, они здесь какие-то примерно одинаковые, похожие. Также спрямляющий аппарат похожий здесь. Возможно, так мы и будем делать. Ну, в общем, в этом видео мы будем думать, как это все делать. Покажу вам материалы. Покажу вам свои мысли, свои какие-то полурасчеты. И анализ всех этих двигателей. То есть, все эти двигатели, они отличаются. Особенно отличается турбостартер по своим характеристикам. То есть, у него турбина прям совсем запертая. То есть, получается, сильно внутри повышается давление, турбина не дает выходить газом. И за счет этого турбостартер очень хорошо, он раскручивается, разгоняется. Прям хотелось бы сделать что-то такое с уверенным запуском. Такие движочки похуже разгоняются, честно говоря. То есть, нужно очень-очень плавно это делать. Так, ну а теперь немножко информации для сравнения. Самая главная часть турбореактивного двигателя — это компрессор. Крыльчатка компрессора. Именно от нее фактически зависят все характеристики. Вот эта крыльчатка от турбостартера.
Мне удалось выжать с турбостартера около 50 килограмм тяги. Далее. Есть чертеж двигателя KJ66. И я, в общем-то, собираюсь полностью воспроизвести этот движок. Потому что, когда я делал свой самодельный, я его брал за основу и сделал пару деталей. То есть пару деталей у меня есть готовых. Вот они. Мне очень жалко своих трудов, поэтому хочется закончить этот проект. Я заказал крыльчатки. Это крыльчатка компрессора. А также заказал уже готовую турбинку. И этот проект я тоже буду воплощать в жизнь. Скорее всего, буду делать на лайв-канале, потому что такое я уже делал и не хочу перемешивать с микро-ТРД. Сейчас вы увидите, насколько он миниатюрный будет. Ставим эту крыльчаточку рядом с турбостартерной. Вот так. Здесь есть еще один чертеж под такую крыльчатку. Она немножко меньше, чем вот это. Ставим ее вот сюда. Ну а теперь настало время удивляться. А вот она, самая главная деталь нашего супер маленького двигателя. Ну а вот так она выглядит в сравнении. То есть очень-очень-очень-очень маленькая. Батарейку Крону все знаем. Можно рядышком положить. Кстати, по оборотам. Двигатель с этой крыльчаткой имеет 50 тысяч оборотов. Здесь уже 120. Здесь порядка 140-160. Ну, а вот эти малыши уже должны крутиться 200-250 тысяч оборотов. Именно этого мы и постараемся достичь. Режим малого газа здесь 90 тысяч оборотов. Ну, как-то так, ребят. Высокие технологии. Сразу назревает вопрос, а какие же подшипники могут выдержать такие обороты? Благодаря легендарному помощнику нашего канала, Алексею, подшипники у нас тоже есть. Вот он, целый пакетик с необходимыми подшипничками. Подшипнички с керамическими шариками. Внутреннее кольцо 5 мм диаметром, наружное 15 мм. Ну а под вот этот двигатель придется самому собирать. У меня есть отдельно шарики, отдельно подшипники. Ну, вы уже видели на моем канале, как это делается. Покупаются отдельно керамические шарики. Это как раз таки под 5 миллиметровые. Если мне их будет не хватать, я их буду сам делать. Вот, есть заготовки. Стандартные подшипники разбираются и делаются самодельные. Все это заказывается в Китае. Шарики из нитрида кремния. Можно было бы, конечно, сделать на радиальной турбине, но тогда диаметр движка был бы большой. Хотя соблазн был, потому что она уже есть. Она отбалансирована. Но, правда, здесь неудобный диаметр. То есть подшипники сюда не насадишь. Здесь размер дробный, поэтому не получится. Турбинка будет самодельная, ребята. Будем из куска болванки выпиливать. Линейку поверочную мы уже выпиливали из цельного блока чугуния. Теперь будем турбинку многолопастную выпиливать, балансировать и делать вообще все красиво. Уже сделал кое-какие наброски. Видите, что получается? Это камера сгорания. Здесь должен быть подшипниковый узел. Ну вот здесь более понятно, что получается. Вот это как раз таки тот самый вариант, которого я буду придерживаться. Ну а здесь нарисован вариант, который бы 100% работал. Диаметр 65 мм. Ну а у нас будет 52 мм. На 3 мм меньше, чем заводской самый маленький в мире двигатель. Помимо чертежей анализирую еще вот эту таблицу. Сюда я внес все показатели всевозможных известных мне малых двигателей, вплоть до турбостартера. Здесь я смотрю соотношение площадей входного отверстия, суммы всех отверстий камеры сгорания, площадь отверстий соплового аппарата, площадь отверстий турбины и так далее, и так далее, и так далее. Все это анализирую, ребят, и на этой основе буду делать крыльчатки, буду делать камеру сгорания. Это будет практически путь в неизвестность.
тем и интереснее, ребята. Посмотрим, что получится в конечном итоге. Отправная точка у нас это вот одна из этих маленьких крыльчаточек. Кстати, одна из них, хотя по внешнему диаметру такая же, но входной диаметр она имеет меньший. То есть она меньшая по производительности. И по идее с помощью нее можно еще меньше реактивный двигатель сделать. Ну это так, чисто в теории. Я даже не знаю, какой вариант выбрать. С вот этой можно больше тяги получить, если все заработает. С этой больший шанс, что заработает. В принципе. Ну, а может быть, несколько буду вариантов делать. Кстати, что интересно, ребят, по материалу, а именно по болванкам, здесь все гораздо интереснее, чем когда мы делаем большие двигатели. Здесь можно тупо точить корпуса, потому что все вот это стоит не особо больших денег, такие диаметры. Ну, кстати, это даже огромные диаметры. У нас 54 и менее миллиметров. Поэтому можно токарить до потери сознания. Больших капиталовложений в болванке не потребуется. Даже вот это уже раза в 3 дороже будет стоить, чем вот такая. Например, когда я делал эту штуку, я на болванку потратил 4000 рублей. Ну а вот такая болваночка, с которой можно в принципе целиком и корпус выточить, не говоря уже о такой плоской детали, стоит около 400 рублей. То есть разница примерно в 10 раз. Что касаемо жаропрочных материалов, то опять же, благодаря Алексею они у нас есть, ребята. И мы можем точить, выпиливать с них все что угодно. Также есть листовые материалы Инканеля. Они у меня там закопаны, пока что не до них. И есть вот всевозможные трубочки из нержавейки, которые тоже пригодятся при проектировании и изготовлении двигателя. Также есть кое-какой инструмент. Это я заказывал из Китая. Это фрезы на 3-3,5 мм. Твердосплавные. Развертка и сверло. Развертку уже дорабатывал даже. Ну и вот такой бор-инструмент с пометкой USA от Алексея. Ну и напоследок хочется задать вопрос знающим людям. Можно ли заменить алюминий на титан? Чтобы сделать тоннель под подшипники, обычно тоннель выглядит вот так. Ну еще я видел, что из стали делают. Алюминий чем хорош, он расширяется сильнее, чем сталь. И подшипники не приклинивают. Но зато там получается увеличенное отверстие. Потому что разные температурные расширения. Отсюда назревает вопрос. Можно ли сделать этот тоннель из титана. Чтобы сделать стенки потоньше и оставить больше места под камеру сгорания. Потому что места там и так крайне мало. И я даже не знаю, где оно там будет гореть. Титана у меня очень много. И я могу его использовать. Также хотелось бы узнать, можно ли сделать вал из титана, чтобы облегчить немножко двигатель. Хотя я сомневаюсь, что можно это сделать, никто так не делает, делают все стальной вал. Вот как он обычно выглядит, то есть посредине у него весьма толстое тело, и если делать из стали, он будет весить довольно-таки много. Но из титана никто не делает. Может быть из-за дефицита, а может быть он здесь не может применяться. По каким-то причинам, потому что все-таки вещь оборотистая, видите, вот эта толщина, она неспроста так сделана, чтобы выдерживала большие обороты и ни в коем случае не изгиналась, не входила в резонанс. Причем очень странно, на турбонаддувах вал тоненький, вот здесь, а на реактивных двигателях он всегда толстый. То есть вот опоры подшипниковые по краям стоят, а по центру вот такой толстый вал. Итак, друзья, в следующих видеороликах уже пойдет изготовление. Делать буду в свое удовольствие, поэтому изготовление этого микро-турбореактивного двигателя будет вперемешку с разными другими видосами. Ну а вообще у меня задумок очень много. И если эта тема хорошо зайдет, то в одном из следующих проектов мы уже будем делать двухконтурный турбовентиляторный двигатель. Так что кому вся эта турбореактивная тема интересна, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Турбореактивщина была, есть и будет на канале. Ну а у меня на этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока.
Можете на инстаграмчик подписаться еще и на лайв-канал, потому что буду выкладывать вот это диво дивное именно на лайв-канале. Потому что не хочу перемешивать.